Сумасбродные люди. Люди, которые все время делают какие-то странности, которые все исследуют. Ученые, которые придумывают абсолютно все в этом мире, от лампочки до телефона. Поговорим о них. Ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Это для того, чтобы вы видели, когда будут новые видео мои выходить. И меня зовут Анна Кучина. Я расскажу сейчас об этом психотипе. Это название Дон Кихот. Искатель. Уже одно название понятно. Искатель. Особенно у кого такие есть дети или знакомые. Это всегда очень видно. Люди неугомонны. Они все время всеми интересуются. Они все время везде суют свой носик. Они все время любопытны. И при этом все время что-то придумывают. И мы можем знать и видеть, что практически все ученые, которые есть у нас на сегодня, которые придумывают различные приспособления, всю эту эволюцию, это люди этого психотипа. И сам Дон Кихот — это достаточно такое мифическое название, мифический герой, он выдуман, но он идеально подходит в этой борьбе с мельницами. О реальных людях мы можем сказать, кто это. Это прежде всего Эйнштейн. Вот он для меня самый такой стереотипный Дон Кихот, его фотографии смешные, его высказывания. Эдисон, другие великие ученые нашего мира именно этого психотипа. И если вы сталкиваетесь с таким человеком в жизни, это, конечно, сложно немного с ним ужиться, если вы не его дуал, потому что это человек, который никого не слушает. У него всегда есть на все свое собственное мнение. И он никогда не подчиняется никаким правилам. Он всегда следует своему внутреннему мировоззрению, то, как он решил это делать. Он не боится высказываться критично и негативно в сторону любых правил. И это видно всегда в отношениях с руководством. Да, и выглядит так достаточно напористо. Но почему так происходит? Потому что, во-первых, у него есть интуиция возможностей. Что это такое? Это значит, что он видит всегда варианты. Он видит очень много вариантов событий. Он всегда знает, как решить одну и ту же задачу минимум 10 способами. Если есть только один вариант выхода из какой-то ситуации, для него это очень кризисно, очень сложно. И он всегда знает миллион выходов из одной и той же ситуации. И одни из высказываний этих ученых, что я знаю минимум три правильных варианта выхода событий. И у него есть логика системная, логика структурная, которая позволяет все эти знания, которые он нашел, все эти варианты, которые он увидел, систематизировать. И здесь мы видим самого создателя соционики, мы видим, не побоюсь этого слова, мы видим основателя психоанализа, да, Фрейда, он тоже был этого психотипа. Это люди, которые всегда в поиске, и при этом они умеют это все систематизировать. И те знания, которыми мы сегодня пользуемся, теоремы различные, то, на что мы можем сейчас положиться в наших знаниях, это всегда придумывают Дон Кихоты. Такая система достаточно простая знаний, которой мы можем пользоваться, которую мы понимаем. И это экстраверсия. Зачем она? Потому что весь мир, вау, интересно, они всегда это все исследуют. И когда вы живете рядом с таким человеком, нужно понимать его потребности. Да? То есть будь это женщина или мужчина, кто ей нужен? Ей нужен такой великолепный психотип, как Дюма, посредник, который умеет ни во что не вмешиваться, не делать ему больно, потому что у него нет этики. Вот эта его критичность, это о чем? О том, что у него нету совершенно, он не умеет строить отношения. Он достаточно сложно уживается с людьми, и здесь нужен этот идеальный человек возле него, посредник, который умеет ужиться с любым психотипом. И при этом в ценностях очень больших у Дон Кихота это быт. Это еда. Он может быть неприхотлив, но для него это всегда важно, чтобы это было. И, конечно же, Дюма умеет это все делать, умеет содержать хозяйство, умеет создать уют в доме, будь то мужчина или женщина, оформить быт, заниматься хозяйством, продуктами, делать великолепную вкусную еду. И так любить еду, как тот же Дон Кихот, я не знаю, кто так еще любит еду. Наверное, это самый большой проглот-бегемот из всех темпераментов, кто любит еду и может на это вестись. У меня, например, есть смешные истории, когда пара познакомилась, она ему предложила починить розетку, а взамен она ему приготовит какое-то оливье. И они поженились, потому что он прямо для него это магия, вот эта вкусная еда. И у меня был случай,
когда я была в эпицентре, в магазине в хозяйственном, и накупила огромную корзину кастрюль различных, утвари для дома, и ко мне подошел знакомиться мужчина Дон Кихот. Он подумал, наверное, что я вот эта Дюма, вот эта хозяйственная женщина. То есть это то, чем можно их взять, если это мужчина, это готовка. Именно для этих мужчин путь к их сердцу через желудок, как бы это смешно ни звучало. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите ваши вопросы, с удовольствием отвечу.